хорошее на своем канале. С вами Вероника. Сегодня у нас расклад на 7 чакр. Будет два варианта. Капитан Очевидность, два черных камушка. Чтобы никто здесь не играл в игру «Я белая пушистая Пуся» или «Я злой бабайка», который сотрудничает с темными, да? Выбирайте левый, правый, правый, левый, черный или черный. Посмотрим, что нам покажут карты, что покажет нам диагностика по нашим чакрам после ритуала. Как что поменялось? У кого-то из вас это может длиться 3 дня. Смена, да, вот этих всех энергий. У кого-то 5, у кого-то 7. Я могу сказать, что даже 7 дней это нормально. По поводу неприятных ощущений во время, так сказать, этой чистки, я уже говорила и в самом ролике с ритуалом, и давала эти данные в описании к этому же ролику. У каждого из вас по-разному. Я помню, что по некоторым комментариям, какие у вас были ощущения, да, у вас там, конечно, забавненько, много чего попробивалось. Вот. То есть вообще сработало даже лучше, чем даже я могла предположить. В общем, сейчас я буду делать выкладку по 7 карт. Почему решила сделать два варианта по чакрам? Потому что есть моменты, когда нам нужно что-то еще доработать, а у кого-то прошло все шикарно. Ну и вообще мне просто захотелось два варианта. Почему, не знаю, сейчас увидим в процессе расклада. Вот. Что еще хотела сказать вам? Что я хотела сказать? Хотела еще добавить по ритуалу, девочки и мальчики. Глядите, после 7 дней, уже на 5-й день примерно, будет ощущение, что вам, вот знаете, кроме того, что будет усталость, будет еще ощущение, что у вас пустота внутри. То есть вы начнете понимать, что то, что вас беспокоило, либо тот человек, который вас беспокоил, да, там мысли не давали покоя, это все будет уходить. То есть вам все равно, понимаете, вот глобальная пустота. Это тоже нормально. Это освобождается место, так сказать, да. И ваша задача это место наполнить положительными вещами. А не возвращаться, так сказать, к пройденному материалу. Тут у кого-то зависимости прям болезненные были. Прям вот совсем нехорошо. Как бы его... Сейчас, секундочку, я здесь настрою все. Угнездюсь, так сказать, да? Давайте вот так вот я сделаю. А вы определяйтесь, какой же из двух вариантов сегодня ваш. Где нас ждут конфетки и бараночки, а где нас ждет пендюль. Итак, начинать я буду вот с этого варианта, а этот мы пока положим вот так. И начнем, да?
Сколько здесь? 7? 7. Так. Что-то у вас там резко. Наверное, я сделаю вот так вот. А потом уже начну говорить. По первому варианту здесь у вас не получилось договориться. По сердечной хорошо. По 7 чакре полностью отрыв пошел у вас. В плане того, что вообще хорошо. Ну, сейчас мы все это уточним. Вас здесь атаковали, ваши защиты. То есть, что после ритуала, я смотрю. После ритуала кто-то уже понял, что каналы обрублены, подпитка ушла. И начали, видимо, действовать. Возьму-ка я себе в подмогу вот это Таро сегодня. Хотя еще посмотрю. Я же сказала, вот почему я и делала 2 варианта. Есть свои моменты и нюансы. Так, ребята, кто выбрал первый вариант? Вы только оторвали, на вас тут же по защитам вас пробили. Тут же на 2-ю чакру пошел приворот. Не нравится им ваша стабильность, ваша власть, ваша мудрость, поддержка рода, что вам идет, успех. Знаете, что мне здесь идет? Вот фраза такая, ну у нее же достаточно, так сама не отдаст, то почему бы вот ей не помочь с нами поделиться? Но это я тактично сказала. Здесь идет, вот знаете, женский голос, женщина в годах, возможно, даже невозможно, а за 50 это точно. И она такая, пусть поделится, у нее же хватает. Вот знаете, вот прям гонором таким. На 2-ю чакру вот, следите за собой, кому вас там либидо потянуло. Или просто мысли начали приходить навязчивые. Вы, кстати, о том, что атака была, узнали. Вам высшие силы дали об этом знать. Да, вот здесь сразу после ритуала у вас пришло понимание, откуда что летит и кто к вам подцеплен. В деньгах могло что-то остановиться. Вы как остановились для того, чтобы потом принять какие-то решения. Здесь по 3-й чакре хорошо обрыв произошел. И по высшему суду, причем, то есть ваши блага, они будут у вас, если не сольетесь через этот приворот. Те, кто впервые на моем канале, смотрите, по поводу приворота, да и вообще напомню. Вот этой картой может быть любая программа, которая влияет на ваше волеизъявление. Там очень много чего можно сделать,
чтобы на вас повлиять. Но здесь на вторую чакру дали. Соответственно, однозначно приворот, чтобы вы кого-то хотели, кого-то желали, кому-то стремились. И пока вы этим заняты, соответственно, сливаете свой достаток им. Что здесь по высшему суду? Вообще забавно. Тут смотрите, есть два варианта. Либо у вас какой-то проект сорвался, кто-то вас обманул прям, кто-то подставил, да? Это один из вариантов. А второй вариант... Показывают вашего недоброжелателя, который на себя тянет вашу удачу. У меня вопрос, почему по высшему суду, если предали? По второму варианту. Смотрите, если у кого идет предательство в рабочих сферах, да, то есть это отдельно от вашего недоброжелателя. Тут отдельная ситуация, прям по деньгам. Проработка на жадность у вас идет. Уж что у вас там, чем вы жадничаете, вы лучше знаете. А по второму толкованию, по поводу вашего недоброжелателя, здесь что-то вы еще отправляли этому человеку, то есть он оштрафован был высшими силами за то, что тянул с вас. Знаете, почему провал по деньгам пошел в рабочих моментах? Подпустили к себе не того человека, сливали свой ресурс. Вот поэтому ситуация с несостоявшимся каким-то проектом, ну, здесь четко показывает, что какой-то человек вас обманул. Вот в рабочих моментах. Мне было интересно докопаться, почему это по высшему суду, еще здесь и, скажите мне, и я вам скажу. Здесь духи рода вам дают таким образом понять, что рядом с вами не тот персонаж. Что ваш статус императрицы сливается. Тут, кстати, может быть и треугольники, а вы о них не знаете. В эти треугольники может входить не только какая-то там любовница. Поверьте мне, есть такие ребята, которые очень хорошо, складно рассказывают, а на самом деле едут жить к мамочке, которая им подтирает попку ближе к тридцатничку. Которая, ну, она же и, может, делала на то, чтобы вы расстались, вам к слову. То есть здесь треугольники любого толка может быть. Вы, ваш партнер, его работа, то есть бабло у него выше всего, и он продаст и вас, и ваших детей с потрохами, лишь бы у него были денежки. Здесь может быть вы, ваш партнер, и его желание доминировать над вами. Понимаете, эго. Здесь очень много аспектов тройничка идет. И понимаете, почему? Вам хотят показать, что вы не можете достичь самореализации. В лучшем случае у вас просто слетел проект. В худшем случае у вас вообще не идет денежный канал, просто, ну, стоит. То это все из-за того, что, во-первых, персонаж здесь вас подпоил. Это первое. Второе, человек под определенными деструктивными низкочастотными программами
и вы его допустили в свое поле, то есть вы сливаете свою благость на любовь к этому человеку, вы его в свое время выбрали. Понимаете, здесь вы как не услышали подсказки Вселенной и предков вашего рода. Так, с этим разобрались. Так что смотрите сами, что у вас там по денежкам, какой вариант вам подходит. А знаете, почему карта жадности выпала? Вот то, что в деньгах могло что-то рухнуть у вас, да, в договорах каких-то, в рабочих моментах. Вы жадно цепляетесь за человека, в которого вложили эмоции, время, деньги, стабильность, доверие свое, там, все что угодно, да? А он вам не отдал столько, сколько вы в него вот сделали этих вложений. И поэтому у вас пошел, знаете, вторая, так сказать, сторона медали включилась. Ему, кстати, нравится, что вы в подчиненном положении по эмоциям находитесь. Что после ритуала по сердцу? Вот здесь, по сердечной чакре, здесь пришел род, дал вам намеки, дал вам ответы на ваши вопросы. И у вас пошел крах иллюзий. Но, разумеется, крах иллюзий и будет, потому что... Почему что? Потому что у вас здесь неправильные люди в вашем окружении. Вам нужно зачищать ваше пространство от деструктивных персонажей. Проходить свои уроки. И, так сказать, прощаться с этими персонами. Здесь у вас разрушились иллюзии по поводу того, что у вас стабильные, крепкие отношения. У кого-то, возможно, даже брак. О том, что у вас все благополучно. Вот вы жили-жили, у вас был брак, а у вашего партнера нет. Он с помощью вас искал более удобные, так сказать, позиции в этом мире и в пространстве, лишь бы его попке было уютненько. А вы думали, что у вас все классно, что у вас все хорошо, у вас благополучная семья. Здесь больше как на семью показывают. Если вы не расписаны, допустим, там вы спите, живете вместе, считайте, это семья. Вот. По шестой чакре. А по шестой чакре вам... Очень интересно. Понимаете, здесь как будто вот вы все понимаете, а сказать не можете. Выговориться не можете. Понять, слушайте, вроде как бы защита есть, защита от вот этих вот, от вот этого недоброжелателя, кто хочет вас втянуть, да, в этот треугольничек и попользоваться вами, защита есть. Возможно, знаете, вот что здесь, вот. Сейчас я уточню. Да. Короче говоря, не хотят, чтобы вы говорили все, что вы думаете. Хотят снискать вашего сострадания. Понимаете? И здесь еще параллельно с этим, если ваша работа связана с вашей речью, вы можете петь, вы можете договариваться. Я не знаю, может, вы вещаете в массы, да? Да что угодно это может быть в нынешнее время, как бы век технологий. Здесь вот эти моменты
хотят, чтобы они схлопнулись, и они схлопываются. Защита есть, понимаете? У вас защита есть, но есть при этом влияние. Возможно, вы вот не до конца высказываете то, что хотите. Да. Да. Здесь не хотят, чтобы вы действовали, чтобы вы побеждали. Понимаете? Здесь не... Ну-ка. Да, здесь программы цепляются на вас тоже. На 6-ю чакру. Возможно, у вас, к примеру, я говорю, могут быть суды, либо еще какие-то моменты. И вот люди не хотят, чтобы вы как-то отстаивали себя. Понимаете? Возможно, к вам приходят, рассказывают: ой, да давай как-то мирно это решим. Через несколько дней судебное заседание, а там уже 3 короба лжи в вашу сторону. Понимаете? Отвлекающие маневры, чтобы вас как-то в дисбаланс ввести. Хотят, чтобы вы как разочаровались, чтобы, знаете, поверили в то, что у вас ничего не получится доказать, отстоять себя. Вот здесь вот по первому варианту я могу сказать, что вам нужно, во-первых, хотя бы, да, ну, по минимуму, давайте в такой вообще сложной ситуации, вот этот вот ритуал смотреть раз несколько, даже 12. Если кто в теме, вам тут чистки необходимы. Почему? Потому что вы только сняли, и на вас моментально летит тут же, вы как, вас, вот понимаете, вы вот сняли, да, это все, и оно тут же прилипает обратно, как присосками к вам. Где-то больше, где-то меньше. Но суть от этого, понимаете, не меняется. Вообще никак. Сейчас, секунду, у меня тут за пределы дозволенного даже воск со свечи упал. Так, давайте-ка теперь пройдем к 6-й чакре. Так, смотрите, во-первых, вы здесь все неплохо. Вы начали простраивать планы на будущее. Где у вас будет идти рост, что вам нужно от себя отсечь, чтобы вам не мешало, да? Вы подготавливаетесь к новому предприятию в своей жизни. Но при этом, помимо того, что вам открылся какой-то скрытый умысел по отношению к вам, при этом вас еще пытаются дурачить. Это однозначно. И знаете, что у вас стоит? Как бы мороки, что-то сродни этой штуке, закольцованы. Вроде как до вас что-то доходит, и бац, вы опять знаете, как, ой, да у меня же все прекрасно. Только вы приближаетесь к ответу на свои вопросы, чтобы выйти из вот этой вот белиберды, запускается программа по новой. Чтобы, вот знаете, бесконечно это длилось. По 6-й чакре вам очень хорошо род помог.
Вот шестую чакру вам прочистили, и род стоит, видимо, я так понимаю, на защите, дабы, ну, вы прозрели. Вот чтобы вы прозрели. Да, девочки, мальчики, закольцовку нужно снимать, потому что здесь хотят вас победить и держать верх над вами. Не переживайте, скоро все маски спадут. И все, кто за этими масками был спрятан. Кстати, здесь ваш недоброжелатель, и за его спиной еще 3 человека. Мама, тетя, сестра, к примеру, да? Либо он, рассказывающий там... Ну, бывают и такие ситуации, когда мальчики, ну, настолько низкочастотные, что они своих работодателей, там уши им промывают, какая у них жена хреновая, чтобы вы и там не нашли, да, для себя ответы, когда начнете уличать вот эту всю ложь. То есть там, это его друзья могут быть, да, кто угодно. Здесь еще 3 человека, как бы, которым промыли голову по отношению к вам, чтобы если вдруг вы дернулись в их сторону за помощью, они бы вам отказали. Понимаете? Вот так вот здесь. Но снять-то сняли, но еще у вас, вы только открываете. Да, здесь к вам знания будут приходить от рода. Вы только открываете двери вот в это все тайное, сокрытое, что за 7 печатями, за вашей спиной происходило. И начинаете получать ответы на свои вопросы. И тут из области «ах, вот оно что оказалось», а вы сидели в иллюзиях, что у вас все благополучно. А на вас там пиявки висят. 7-я чакра. Вот 7-я мне нравится. Здесь связь с высшими силами очень хорошо открылась. И какие-то результаты этого открытия и чистки 7-й чакры вы уже получили. Здесь, кстати, знаете, что могло произойти? Ой, хорошо по 7-й чакре. Слушайте, вообще замечательно. Первый вариант. Еще знаете, что мне идет? Не пейте от вашего недоброжелателя. Поменьше подбухивайте с этим человеком. Ну, здесь не идет такое, что вы прям в усмерть ужираетесь. Но это стабильно может быть для некоторых. Потому что я сижу, делаю расклад, я только его начала делать, у меня просто до неимоверности чешется нос. То есть, ну, трэш просто. Может, этот человек вас как склоняет, да, ой, давай посидим, там, выпьем, поговорим, обсудим. Вот, может, вот такой еще момент быть. Итак, по 7-й чакре, смотрите, здесь вы прям увидели результат. Каким образом? Вы поняли, что вы, посмотрев этот ритуал, да? Короче говоря, ваш недоброжелатель получил по голове. И для вас это стало как щелчком. А почему же на тебе вот так это все сказалось? И вы начали отстреливаться, откуда, ну, растут ноги. Здесь прям ангел-хранитель вышел и, во-первых, выписали приговор вашему недоброжелателю. То есть, смотрите, а во-вторых, вам открылись какие-то тайны, вы как смекнули, понимаете, вы как, ну, вот щелчок произошел, и вы, опа, здравствуйте. Так вот, кто, оказывается, меня окружает, и что происходит, и, ну, то есть вы, ну, первые шаги у вас классно начались, то есть... Вы, как знаете, пробили вот какой-то заслон. Ваша задача теперь удержать позиции и не давать вот этот вот
погасить вот этот ваш огонек просветления, давайте вот так скажу. Вот у меня идет картина, как будто вы в пещере. Выход из пещеры завален камнями, и вот несколько камней вы как бы, ну, вытолкнули, и оттуда лучи света идут. А ваши недоброжелатели с той стороны усердно закладывают эти, понимаете, вот окошки, давайте скажем так. Вот ваша задача сделать этих окошек больше, 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 и в итоге вы выйдете из этой пещеры, из своей. Так что вот так вот первый вариант, вообще жесть. Вы слишком много о ком-то заботились, вам просто сели на шею и свесили ноги, причем не один человек. Здесь ваш партнер или кто он там, может не обязательно партнер это даже проходить, да кто угодно, то смотрите внимательно, за ним и еще несколько рыл есть, которые питаются вами. Ситуаций может быть очень много. Допустим, на партнерстве мне просто легче всего это объяснить. Смотрите, мама вашего, там муж, не муж он вам, я не знаю кто, делает ему отворот от вас. На вас делает приворот к нему. При этом, пока вы там вдвоем барахтаетесь, она стягивает ваши, то есть перетягивает ваши блага своей сыночке. Ну, пример. Если же этот недоброжелатель не ваш партнер, то же самое. Подавление воли, подпитка вашим каналам, подпитка вашими ресурсами, вашими знаниями, вообще всем вашим, понимаете? Но здесь четко я вижу, что вы сидели и вы думали, что у вас благополучные отношения с вашим недоброжелателем. Причем по сердцу, понимаете? Почему я не говорю, что это вот больше как-то партнерские отношения идут? Потому что здесь, если и ваш недоброжелатель кто-то, то приближенный к вашему сердцу. Может это, кстати, быть и ваш родственник, да? Не обязательно это партнер, кто-то там, или сестра, мама, тетя, я не знаю. Могут варианты, ну, какие угодно быть. Но понимаете как? Сестра, мама, тетя, брат. Привязка по второй чакре идет. Понимаете? Я не думаю, что... Хотя все может быть. Но здесь, понимаете, здесь еще влияние на ваши слова идет. Может, конечно, и да, и такой быть вариант, что пока вы хотят, чтобы вы сливали свою стабильность через секс, им все равно, с кем у вас он будет, да? Может и такое быть. А ну-ка, давайте-ка я все-таки, раз так интересно, кто этот недоброжелатель ваш? Ну, влюбленные девочки, мальчики, здесь партнерство все-таки, да? У вас иллюзии по поводу этих отношений и любви были. И справедливость. Слушайте, здесь может быть и брак. Даже несправедливость, здесь карта высшего суда. То есть предки рода. Здесь как будто иллюзии по поводу брака. Может быть, что это ваш родственник, какой-то ваш вот там сестра, мама, на кого вы могли не подумать, да? Может и такое быть, но это в меньшей степени у меня проигрывается. Больше здесь идет партнерство. Так что, в принципе, вот так вот у нас расклад получился для первого варианта. Анализируйте. И знаете, что еще? Первый вариант. Здесь ваши недоброжелатели ожидают от вас каких-то действий, что вы что-то предпримете и тем самым запустите какую-то программу, которая
приведет к вам потусторонний мир. Вот что здесь еще. Может, вы с кем-то выпьете, я не знаю, может, вы с кем-то должны переспать. Любовники благополучия, да. Смотрите, здесь захотят, чтобы вы опять сидели в кандалах и считали, что у вас все хорошо, понимаете? Чтобы вот вас держать в этом треугольнике в каком-то, чтобы вами манипулировать. Вот смотрите внимательно, кто слишком рьяно будет пытаться вас переубедить, что у вас все хорошо. Человек считает себя выше других. Может этого не показывать. Знаете, втихарца такой. Вам нужно обращаться к кому-то, ребята. Вам нужно обращаться к кому-то за помощью, за защитами. Вы сами сейчас не тянете, потому что у вас ослабленная энергетика. У вас вообще связь с родом только-только там открывается, а помощь вам нужна. Можете обратиться как к какому-то практику, да, за чистками, там, защитами. Для некоторых из вас даже поход к психологу — это уже будет помощь колоссальная. Так что вот такой вот вариант. Первый у нас был. Теперь будем смотреть второй. Что у вас тут ритуал вам дал, какие изменения у вас происходят сейчас. Поехали. Второй вариант. Что у вас здесь? Ну вот это то, о чем я говорила. Это то, о чем я говорила, что есть категория людей, которые только-только выходят, а есть категория людей, которые себя уже прокачивают. Итак, второй вариант. По первой чакре. Здесь практики меня смотрят. Здесь только нападки идут на ваши защиты по голове. Только кто-то попытался нарушить границы вашего пространства по голове. Так, у вас здесь были какие-то планы по поводу того, чтобы вашим недоброжелателям надавать по шапке. Специфический подход вы решили сделать, да, с помощью определенных техник в магии. Но вам здесь идет в помощь в исцелении. Это один из вариантов. Вы как нашли для себя ответ на свои вопросы. То есть они нападали, как бы вас провоцируя на определенные действия, но вы взяли паузу и начали все анализировать по королеве мечей. Здесь ваши недоброжелатели даже за то, что подумают в вашу сторону, получают сразу же. По второй чакре все хорошо, все отлично. Королева Пентаклей, но. Если кто в браке, хотели ваш брак, чтобы нарушился. Но мне здесь больше идет, что били на ваши... У кого есть дети, чтобы с детьми разлад был в отношениях. У кого детей нет, значит на вашу стабильность. Чтобы вы... Сейчас я посмотрю точно.
Я поняла, в какое русло закидывали. Не хотят, чтобы вы наставляли других людей. На вторую чакру неупокоенных подсылали. Ну хорошо, подослали вы. Окей, да, подослали. И что случилось с теми неупокоенными, которых на вас подсылали? Понимаете, возможно, здесь вы держите аскезу по второй чакре. Давайте простым текстом: не спите с кем попало. Вот это могли еще, хотели, пытались нарушить. Хорошо, что с подселенцами стало? Но они ждут, что подействует их воздействие на вас, те, кто заказывали. Здесь тоже что-то из приворотной было, но дело в том, что они закрыты, они-то закрыты. Сейчас я хочу кое-что еще посмотреть. Закрыты-то закрыты, но они еще рядом с вами. Чем больше вы уходите в духовность, тем они дальше как бы отрываются. Да? Здесь еще нужно что-то сделать. Что-то нужно сделать. А что сейчас будем подсматривать? Понимаете, почему их держат возле вашего, в поле зрения вашего пространства, скажем так? От вас ждут определенных действий высшие силы. И да, здесь какой-то ритуал вы должны провести. Чистка. Чистка идет, да. У кого-то, может, уже она идет, либо еще. Вы должны сделать выбор. Слушайте, по второй чакре, как и по первой, выбор. Вы что-то должны выбрать. Вы должны взять власть в свои руки. Атомом свечами работать в ритуале однозначно. Опираться на свою интуицию. Работа на кладбище. У кого-то есть страхи. Вообще это не ваше, это наведенное. И здесь защита. Работа в круге однозначно. Вот как-то так, чтобы отсечь, понимаете, здесь такой момент, что программу эту в ваше пространство допустили, не просто так, здесь, понимаете, здесь высшие силы и предки вашего рода хотят, чтобы вы приняли какое-то решение, поэтому эта программа остается она не внедрена в ваше пространство, но она рядом, и иногда она может, что-то вас провоцирует извне, и у вас как включается, понимаете, вот это вот определенные эмоции, которые вас провоцируют на то, чтобы вы сделали какой-то выбор. И понимаете, и род, и высшие силы, они как стоят и ждут. К
Кстати, по поводу этих подселенцев, здесь у вас работа с такими существами, как гарпии. Если кто не в курсе, пожалуйста, поработайте. Те, кто в курсе, вот они к вам на помощь пришли. Ждут. И ваши недоброжелатели ждут, пока подействуют, но это их проблемы. А здесь больше ждут, ваш род ждет, понимаете? И высшие силы. Здесь за вами наблюдают не просто ваш род, а высшие силы. Вы должны принять какое-то решение, взять на себя ответственность. Кстати, в магии однозначно здесь что-то, как я сказала сразу, вы что-то надумали делать. Но вы еще как колебаетесь, понимаете? И вот высшая канцелярия, они зависли, они ждут, пока вы сделаете этот выбор. Так, третья чакра. Сила воли, вдохновение, творчество, прорыв пошел. Так. Попытаются ваше пространство, это не ваши недоброжелатели, но программа может притягивать каких-то недоброкачественных личностей, которые будут пытаться, да, именно это касаемо вашего продвижения, вашего пути, который вы выбрали, работа, которой вы занимаетесь с любовью. Именно на этом поприще к вам такие люди приходят, которые пытаются вам что-то предложить, но где будет неравноценный обмен, чтобы вы вложили больше, чем они вам дадут. Понимаете, здесь жадность, да? А почему такие люди приходят, почему их присылают высшие? Чтобы вы поняли, что нехрен разбазаривать свои ресурсы. Понятно? Нехрен кого-то питать. А потом думать, ой, опять я вложила больше, чем мне дали взамен. Сотрудничество только с теми людьми, которые способны на равноценный обмен. Понятно? Особенно, что касаемо вашего пути, вашей работы, ваших ресурсов, ваших денежек. Только так. Проверяют. То есть теорию вы знаете, проверяют теперь на практике, как вы справитесь. Получается ли у вас следовать верным путем и отсекать ненужное? Здесь у вас какие-то новые планы, и все будет хорошо, но смотрите внимательно, кто к вам пытается влезть. Сердечная чакра вообще отлично, у вас коррекция идет в жизни, у вас новое общение, новые люди. Распутье карта, хочу посмотреть, в чем распутье. Я же сказала, слушайте, по сердечной чакре все классно. Недоброжелателей вообще это не касается. Это касается лично вашего. Опять идет вопрос выбора. Понимаете, здесь карта предки выпала. Здесь должно что-то свершиться. Вы должны, давайте говорить, я буду вам откровенно и прямо. Вы должны выйти на сотрудничество с темным ангелом. Он ожидает, все, понимаете, стоит высшая канцелярия возле вас, ваш род, темные, светлые, стоит высшая сила определенная, это иная, так сказать, энергия. И все они ждут, когда вы сделаете свой выбор по сердцу, вопреки вашим страхам. Вот в чем задача ваша. Вот ваше сердце сейчас как перевалочный пункт. Понимаете? И это не касается, здесь уже не стоит вопрос, кто, когда, как из ваших врагов получит по голове. Нет, здесь уже стоит вопрос вашего дальнейшего пути и развития. Вы на другом, вы совершенно на ином уровне уже, понимаете? Ваши недоброжелатели сейчас на самом деле, вот для этого варианта, люди, которые притянулись на него,
Для вас ваши недоброжелатели каждым своим поступком работают вам во благо. Они как ступеньки для вас, понимаете? Их действие, их воздействие, ну, к вам не проникает. Они просто, знаете, как такие зацепки, через которые высшая канцелярия работает в вашем пространстве и говорит: так, вот это случилось, а что ты чувствуешь, а что ты решил, а ты уверен, тогда действуй. Понимаете, вот в такой последовательности. Так, какую колоду хочу? Какую хочу колоду? Здесь даже у меня, понимаете, такое распутье. Нет, вот эту хочу. Давайте так. Второй вариант. Если вы сделаете то, чего боитесь, если посанете, пасуете, прошлое берет над вами верх. Воу. Так, мальчики, девочки, второй вариант. Собрали себя, мать вашу, в рученьки. Отодвинули все свои страхи и идем, работаем со своим родом, с родовой системой. Да, ребята, ожидайте темных фамильяров, и не только фамильяров. Но это по карме. Вы, понимаете, вы здесь развяжете какой-то узел. Помимо этого, да, здесь магические способности какие-то у вас будут открыты. И дальнейший путь это вам поможет на пути, когда вы полностью закрываете свои какие-то кармические долги даже с прошлых жизней, где вам приходилось отстаивать, бороться, быть третьим. Это все с прошлым связано, понимаете? То, что вам не дает двигаться вперед. Вы чего-то хотите сделать, но боитесь это сделать, понимаете? А вам говорят: не ссы в компот, там повар ноги моет, понимаете? Здесь закрытие каких-то кармических завязок, даже, я повторюсь, из прошлых воплощений есть. Вы здесь как отрубите, знаете, очень громадный пласт, который вас тормозит. У вас другое предназначение. Понимаете, если посанете, вот я посмотрела, здесь с девяткой кубков связано, да, здесь по сердцу прошлое действует, очень сильно давит, и вы огнем, свечами можете что-то подснимать, но оно, понимаете, решаться вопрос может в этом воплощении с определенным человеком. Не факт, что вам не дадут такого же для проработки, понимаете? Вы остаетесь в этом узле. А если предпримете то, чего боитесь, вы этот узел как разрываете, и у вас качественно новая жизнь начинается. Так, смотрим, что по пятой чакре, по горловой. Здесь вы как знаете, что, кому, когда и как нужно сказать. Вы здесь заботитесь о других. Ваш голос, ваши знания, то, что вы поете, говорите, произносите, особенно кому вы, вот кто чист перед вами, да, душой, с кем вы можете открыться, кого вы любите, уважаете, цените, вот для них ваши слова прямо моментально сбываются, понимаете? Вы поддержку несете людям, спокойствие, сострадание, вы чувствуете эмоции других людей, понимаете? Это и тут еще и знания свыше идут, то есть вы не просто так говорите, вы
несете знания какие-то определенные, понимаете? Здесь завязка с 6-й чакрой у вас, то есть то, что вижу, то и пою, но в потоке. То есть практики, ну, здесь расклад для практиков. Это однозначно для тех, кто повышает свои вибрации. Понимаете, здесь вы можете просто интуитивно считывать сразу же, кто к вам в пространство пытается внедриться, да, кто к вам с чем идет. Понимаете, это из той оперы, когда ко мне пытаются постучаться в друзья, либо в группу мои, а я просто даже без фотографии, когда я считываю инфу, кто это, и что за тем, кто там, понимаете? И поэтому, да, я не каждого принимаю, и да, я настолько офигевшая персона, что я контролирую от и до каждого, кто пытается войти в мое пространство. Вот у вас примерно то же самое. Может, не настолько глобально, как у меня, да, потому что мой внутренний перфекционист доволен, когда я уверена в каждом, кого я впускаю к себе, да. У вас попроще здесь, но суть от этого не меняется, понимаете? Я думаю, вы понимаете. Я сейчас посмотрю. Да, смотрите, только сказала, и карты показывают. Да, здесь, помните, я вам говорила, следите за тем, кто к вам входит в пространство. Здесь вы прям считываете вот этих персонажей. Вы прям как учитесь сейчас распознавать, а кто есть кто на самом деле, понимаете? И здесь в чем вопрос? Вы идете к своей новой жизни, а вот эти персонажи пытаются вам пудрить мозги, понимаете? То есть неравноценный обмен. А там уже манипуляции и, как говорится, у каждого по-разному могут происходить. Кто к вам как подкатывает? Сами знаете, людей много, люди разные. Так, 6-я чакра, полная трансформация. Здесь знания, здесь бешеный поток знаний с родом открывается. У вас идет какой-то переход по духовности идет. Здесь что-то серьезное, интересное, забавное. И, кстати, отчасти для меня даже закрыто. Здесь какая-то энергия, которая, она как сносит с собой, ну, очень много чего. Она уже готова войти к вам. Да, здесь с родом, слушайте, здесь какой-то хранитель для кого-то. Кстати, мчится к вам. Какие-то новости, какие-то свершения, понимаете? Для кого-то хранитель, а для кого-то новый наставник, новый какой-то вот человек, который вас прокачает. Не в кармическом аспекте, нет, именно в положительном, когда человек придет и привнесет в вас что-то. Да, господа, здесь столкновение идет двух сил, и, кстати, этот человек к вам с чувствами, с эмоциями идет. Может, это кто-то быть из рода, кстати, кого вы знали при жизни, может и такое проиграться. Но здесь маг с... Ну, сейчас уточню. Слушайте, вы здесь как будто выбирать еще должны быть, будете.
Смотрите внимательно, кого допустите в свое пространство, потому что здесь много какие варианты у меня идут. Здесь кто-то вас может и предать, а кто-то давать вам выбор. Кто-то вас будет вгонять в болото, на дно, понимаете? А кто-то поднимать ваши вибрации. Так, хорошо, а этот... Да, девочки, смотрите внимательно. Один человек... Ни хрена себе... Ой, я извиняюсь. Пардон. Я крайне удивлена. Короче, так. Вот, карты говорят, это я протупила немножко. Туплю маленько, потому как энергии... Вот от второго варианта поток прям идет, ну, быстро. Бешеный поток идет, понимаете? И говорят, короче, что говорят? Смотрите, вот я смотрела король жезловый, да? Он, как вы, совмещает в себе и темное, и светлое. Кому это предназначается, вы меня услышите. И другой. Я подумала, что этот идет, что-то вам несет. Я уточнила, вот жезловый, это маг. Несет жрица, семерка жезлов, иерофант. Здесь знания магические, понимаете? Здесь как? Это не обязательно, что он будет вашим там мужем, партнером. Вы с ним как единое целое, именно в практике, в магии, понимаете? А вот этот персонаж в тройничок вогнать захочет, статус ваш порушить, заставить вас выбирать. И еще для некоторых из вас нужно на болоте будет поработать, если вдруг этот персонаж ворвется в ваше пространство. Захочет вас вогнать, понимаете, в эмоции, погрузить, остановить ваш поток из знаний, энергии и денег. Поэтому будьте, короче говоря, осторожны. Здесь вопрос выбора еще вот такого плана стоит, как между двух мужчин. Так. Да, слушайте, вот этот жезловый маг, который со знаниями, он вам идет от рода. Там бесспорно вы даже заметите, что человек появляется в вашем пространстве, и у вас меняется все пространство, понимаете? Здесь вы просто офигеете от того, что такие люди существуют. Так, 7-я чакра. Здесь, ребятки, вы переходите. Куда переходите? У вас прям переход, я же говорю, здесь вообще на второй вариант пришли очень интересные люди. Восстанавливаете себя, да? От чего уходим? От двойки мечей, от нерешительности. Куда идем? В достижение, в ответственность и... Здесь новое общение, новое свершение, новые люди, новое пространство. Да, где-то тяжело, нужно будет как-то себя разгружать периодически. Да, слушайте, да, нужно как-то держать баланс между работой и отдыхом. Не перенапрягаться, не... Поняли вы меня, да? Не загонять себя, не загонять, да, не нужно. Нужно брать паузу, понимаю, что энергия прет, но тем не менее, потому что здесь могут быть моменты, когда вас просто остановят, хотя бы для того, чтобы вы отдохнули. У вас идут еще договора новые. Помните, я вам сказала, какая-то есть сила? Я много чего сказала. Вот здесь какие-то договора новые. Что за договора? Откровения получите. Ух ты, ё-моё.
А если нет, тогда как? Слушайте, второй вариант. Я не знаю, что тут такое интересное у вас. Наблюдайте, очень бдительно относитесь к тому, кто к вам идет в пространство. Не впустите одного и не просрите другого человека. Почему? Потому что здесь, смотрите, персонаж, который получил очень прилично по голове. Кстати, вам об этом дадут знать через сны, какие-то намеки, услышанные песни, услышанные разговоры случайных людей. Вы как получите ответ на свой вопрос. Тот, кто получил от вас приговор по голове, кстати, через болезнь, этот человек болен. И болен серьезно. Он попробует вас искусить тем, что будет просить у вас прощения. И вот если вы не поведетесь, вы получите определенно колоссальную власть. Какую, я сейчас не скажу. Потому что еще вам кое-что нужно пройти, прежде чем вы это сможете удержать и будете готовы к этому. Но поверьте мне, то, что вам будет дано, вы сами офигеете от этого. Это сила и есть власть. Определенного уровня, конечно, я не говорю, что вы там сможете моря и океаны менять местами. Но поверьте мне, это через время будет, да. Но в данном контексте с персонажем, который вот ваше пространство пытается проломить и как бы, да, взывать к вашему какому-то там прощению, либо еще чему-то. Значит так, да, мы помним о том, что мы вот эта вот замечательная сова, точнее филин. Почитайте, кто такие филины, что они в себе несут. И вот эти позиции, короче так, если вы вынесли приговор, вы заносите меч. А здесь люди, которые на это способны, смотрят. Вы заносите меч, вы приводите приговор в действие. Так вот, следующий ваш этап. Не смейте жалеть того, чья шея не разломилась под первым вашим ударом. Видите, что не получилось с первого, знаете, плохой из вас еще палач. Не с первого раза ссекли голову. Ударьте второй раз, не сомневаясь. И пусть эта голова катится куда подальше. Вот только подумаете о том, чтобы как-то пасануть назад, получите от высших. Этот человек захочет то, что имеете вы, знание вашего рода, поддержка тех сил, которые стоят за вами. Он через вас захочет, знаете, побыть в пространстве ваших защит. Вот что он захочет. Так что вот так вот. Второй вариант. Я, короче говоря, всех благодарю за просмотр. И первый, и второй вариант. Но у второго варианта, конечно, да, задачки уже поинтереснее. То есть, знаете, так, уже уровень повыше, подальше. Но это не умаляет того, что вы тоже трудитесь над собой, да, над своим будущим и тому подобное. И да, конечно, мы не идеальны. И мы постоянно находимся в этих воплощениях, точнее в этом воплощении, да, в уроках, как бы, и
Мы должны учиться просто их проходить, где-то с благодарностью, где-то как-то не совсем с ней, но проходить. И будет тогда нам замечательные подарки будут, и плюшки, и вообще все, что хотите, и о чем даже не предполагаете. Поэтому вот так вот у нас на сегодня. Пишите ваши истории, оставляйте комментарии, лайки, дизлайки. И я желаю вам добра этого мира, ребят. Пока-пока.